Албания – это красивая и удивительная страна на Балканах, омываемая двумя морями – Ионическим и Адриатическим. Туризм здесь только начинает стремительно развиваться. Отдыхающие со всего мира летят в Тирану, столицу Албании, и разъезжаются оттуда по побережью. Албания – это горы и сотни различных пляжей на любой вкус. Но так было не всегда. Сложно представить, что еще каких-то 40 лет назад все было иначе. С 1944 по 1985 годы страной правил албанский диктатор Энвер Ходжа. Он был ярым поклонником коммунистических идей и вовсю пытался воплотить их в родной Албании. В этом видео речь пойдет об албанских бункерах, которые здесь повсюду. Что же это такое и для чего? Море теплое. Даже здесь остались албанские бункеры времен Энвера Ходжи. По всей Албании более 700 тысяч таких бункеров. На протяжении 40 лет Ходжа был в страхе перед иностранным вторжением, поэтому Албания оказалась за железным занавесом. И по всей стране стали строить вот такие бункеры для укрепления обороноспособности государства. Встречается много легенд о том, как тестировали эти бункеры. Разработавшего конструкцию инженера посадили внутрь бункера и проезжали по нему на танках, затем стреляли из пушек, и все бункеры однозначно выдержали проверки, причем даже временем. Но для защиты от нашествия извне они так и не понадобились, ведь на Албанию так никто и не нападал. Но в такой небольшой стране площадью 28 748 квадратных километров и населением около 3 миллионов человек было построено, по различной информации, от 600 до 900 тысяч бункеров. На каждом пляже есть эти бункеры. Такая характерная, отличительная визитная карточка Албании. Бункеры можно встретить повсюду, во дворах каждого дома. Во времена Ходжи каждая семья обязана была иметь бункер, причем построить они должны были его за свой счет. Кстати, во времена правления Ходжи море считалось стратегическим объектом, и использовать его, то бишь купаться, могли только высшие чины партии. Для обычных граждан доступ к морю считался закрытым. Представляете, что значит жить в стране с теплым морем и не иметь возможности в нем искупаться? По вот такой вымощенной дорожке с фонариками мы спускаемся на пляж. Здесь есть церковь, старая довольно-таки. Да. И, как обычно, очень много албанских бункеров. Сейчас покажу их ближе. Такая тишина, звуки леса здесь. Визитная карточка Албании. Бункеры. На пляжах, на каждых, их обычно много, на таких пляжах, особенно удаленных. Власть уже давно сменилась, но бункеры так и стоят. По закону они являются собственностью Министерства обороны страны, и уничтожать их запрещается. Но это совсем не мешает использовать их под другие цели. Например, делать внутри них какие-то интересные кафешки и ресторанчики. И один из них я вам покажу именно в этом видео. Недавно я ехала по горным серпантинам где-то между Сарандой и Влёрой на этом участке, и там видела несколько бункеров сверху в горах, в лесистой местности, которые были разукрашены под различных жучков. Божья коровка, еще какой-то жук. Ну интересно, прикольная идея. Не знаю, что там хотят сделать, остановиться не было времени. Тоже здесь, вот на мысе Радон, выкрасили, видите, эти бункеры в красный цвет. Это флаг Албании, на них изображен. А вот с этого места по правую сторону, вот где Тая идет, можно увидеть вход в скалу внутрь. И это тоже бункер. Его я покажу вам через пару минут. Знаю, что многие будут спрашивать, что это за пляж такой пустой и без людей. Это мыс Родонит, Кепи Родонит на албанском. Это заповедник. Этот бар на пляже не совсем обычный. Я вам расскажу, почему чуть позже. Бункер в горе. Мне кажется, даже в разгар сезона сюда вообще никто не добирается, в эти места. Мы зашли внутрь, в гору, в этот бункер. Я не знаю, что это. Что они хотели тут сделать. Я раньше думала, что это для спуска подводных лодок, но до воды довольно далеко. Я подивлюсь. Да, осторожно, пожалуйста. Если там есть проход направо или налево, дальше не иди. Не, нормально. Такое, конечно, колоссальное бетонное укрепление. Мы вернулись в бар. Алиса на пляже нас ждет.
И здесь из бункера сделали вот такой ресторанчик. Точно це з бункеру? Да, конечно, это бункер. Боже, смотри, какая красота. Заходи. Его облагородили. А вот прислушайтесь сейчас. Слышите, какой гул стоит? Что это такое может быть, я не пойму. Как вы думаете? Здесь в самом конце кухня, где они готовят, столиков достаточно много. Здесь прохладно. И, конечно, такое необычное место. Туннель очень-очень длинный. А это маленький Жрун, она приезжает. Ты уже воду потрогала, я смотрю, шорты мокрые, да? Пойдем купаться. Необычное место такое, да? Идем, помоем. Удивительно, но есть бункеры, которые превратили в дачи и даже в бассейны, не говоря уже о том, что многие албанцы используют эти бункеры на своих участках под сараи и различные хознужды. Большинство албанцев считают бункеры уродливым наследием эпохи сталинизма, но все к ним привыкли и никто не обращает на них внимания. А мы едем дальше. Наверху, вот там в зелени, посмотрите, какой огромный бункер есть. Зеленого цвета. С тех времен еще осталась колючая проволока. И вот там с другой стороны вход в этот бункер. Иногда я думаю о том, что хорошо, что эти бункеры албанцам так и не понадобились тогда. Потому что война — это очень страшно. И дай бог этой красивой горной балканской стране никогда об этом не узнать. Оставила вам немножко звуков морюшка здесь. Следующий выпуск об Албании. Это будет наш последний выпуск в этом сезоне, потому что через пару дней мы уезжаем дальше. Уезжаем в сторону дома, в сторону нашей родной Украины и с верой живем. Надеемся, что все будет хорошо.